Могучие и недоступные горы издавна хранят в своих недрах тайны, скрытые веками под толщей снега, льда и камня. Лишь с появлением беспилотников человек получил возможность заглянуть туда, куда прежде не мог добраться, и увидеть то, что, возможно, никогда не было предназначено для человеческого взгляда. Технологии воздушной съемки открыли нам удивительные и порой пугающие находки, заставляющие задуматься о многом. В Китае дрон снял подвешенные на отвесных утесах деревянные гробы народа Бо, размещенные на высоте, которую трудно преодолеть даже современному альпинисту. Как древние жители поднимали туда тяжелые гробницы? Загадка. Некоторые ученые предполагают сложные системы канатов, другие уверены, что технологии были настолько продвинутыми, что нам они кажутся почти сверхъестественными. Несмотря на века, большинство гробов остается нетронутыми и почти не повреждается временем. Во время облета заснеженных склонов горного хребта в Мексике дрон наткнулся на страшную картину. Под прозрачным слоем льда лежало высохшее тело человека, забальзамированное морозом так, будто перед ним древняя мумия. Камера, приблизившись, показала потрясающе хорошо сохранившуюся одежду и застывшее от страха лицо. Это оказалось третье тело, найденное в том же месте, где 55 лет назад лавина погребла 3 пропавших альпинистов. Ледник, тающий быстрее, чем когда-либо, постепенно отпускает их из ледяного плена, и неизвестно, сколько еще подобных призраков прошлого может появиться наружу, и нашли ли эти души хоть какое-то успокоение. В других горах на территории Турции дрон случайно обнаружил скрытый вход в высеченную в камне гробницу Капаи. Легенды давно предупреждали, что это место не так просто, как кажется, и когда исследователи после обнаружения замаскированного входа проникли внутрь, они нашли разбросанные по камере древние дары, монеты, ритуальные предметы и глубокие царапины на стенах, будто кто-то отчаянно пытался выбраться наружу. Одни полагают, что там был погребен забытый властитель, другого считают, что гробница запирала нечто опасное, и теперь остается лишь гадать, почему вход был спрятан так искусно и кто или что могло находиться внутри на протяжении веков. В Зимбабве дрон снял вершины горы Ньянгани, которую местные жители именуют «горой, пожирающей людей», и не без основания. Люди здесь пропадают без следа, не оставляя ни одежды, ни снаряжения, словно туманная гора буквально поглощает их. Очевидцы, чудом вернувшиеся, говорят о головокружении, тошноте, мучительных ощущениях и странных явлениях, вследствие чего старейшины по сей день наставляют путешественников. Не осквернять священные места, не сквернословить, не реагировать на ярко окрашенных змей, горшки без огня или блестящие золотые слитки — все это, по словам местных, коварные уловки духов. У берегов острова Рикс в Канаде дрон заметил огромное лицо, высеченное в отвесной скале, размером около 2 метров, о происхождении которого исследователи спорят до сих пор. Оно находится в настолько труднодоступном месте, что десятилетиями оставалось незамеченным, и хотя одни считают его творением рук неизвестного мастера, коренные народы уверены, что это знак предков, оставленный для тех, кто способен понять его смысл. В мексиканской Нике дрон пролетел над потрясающей кристальной пещерой, внутри которой находятся гигантские природные кристаллы высотой до 12 метров, сформировавшиеся за сотни тысяч лет. Но под красотой скрывается смертельная опасность. Температура внутри достигает 58 градусов при влажности около 100%, и человек без специального костюма не способен находиться там дольше нескольких минут. Среди кристаллов исследователи нашли древние микроорганизмы, изолированные десятки тысяч лет, и это сразу вызвало тревогу. Какие еще формы жизни могут скрываться в глубине? В Перу дрон обнаружил странный дверной проем, высеченный в монолитной скале. Местные называют его Пуэрто де Хайо Марко,
ворота богов. Но за дверью ничего нет, только гладкое каменное углубление. Легенды гласят, что проход был предназначен не для людей. Жрецы с помощью золотого диска якобы могли открыть его и исчезнуть в другом мире. Даже сейчас некоторые путешественники слышат возле камня странный гул, видят мерцание света, а когда дрон пролетел достаточно близко, связь с ним внезапно пропала, будто что-то невидимое создало помехи. В горах Кавказа другое воздушное обследование выявило под землей огромную древнюю крепость Дименасгора, возрастом около 3000 лет. Оказалось, что она почти в 40 раз обширнее, чем предполагали археологи, и фактически представляет собой потерянный город, некогда живой, шумный и насыщенный торговлей. Но причины его исчезновения до сих пор неизвестны. То ли война, то ли болезни, то ли нечто более древнее вынудило людей покинуть его навсегда. В суровых высотах Эвереста, на отметке более 8000 метров, дроны снимают одно из самых известных и жутких зрелищ — тело альпиниста в зеленых ботинках, лежащее там десятилетиями и служащее ориентиром для других. Считается, что это Цеванг Палджор, погибший в бурю в 1996 году. Остается лишь страшная правда. Эверест усеян телами тех, кто так и не смог сделать последний шаг вниз, и ледяная тишина хранит их навечно. В китайском Гуанси дрон заснял гигантские природные пещеры с огромными сводами, похожими на раскрытые пасти каменных чудовищ. Структура настолько масштабна и точна, что ученые до сих пор изучают ее, пытаясь понять геологические процессы, создавшие такой ландшафт. В Тоскане дрон обнаружил величественного апеннинского колосса, 10-метровую статую, словно сросшуюся с горой. Его поза напряженная, будто он пытается вырваться из камня, а внутри конструкции скрываются тайные комнаты и коридоры, использование которых остается неясным. В одном из горных районов дрон заметил еще более странную картину — массивную дверцу, похожую на дверь сейфа, встроенную прямо в скалу, без каких-либо обозначений. Неясно, кто ее создал и что скрывается внутри — тайный бункер, хранилище или нечто, о существовании чего никто не должен был узнать. В другой горной местности дрон наткнулся на скрытую хижину, в которой жила семья, полностью отрезанная от цивилизации. Их движения между деревьями говорили о том, что они явно избегают контактов с внешним миром, и непонятно, сколько поколений может жить подобным образом и от чего они прячутся. На Канарских островах дрон обнаружил пещеру, заполненную человеческими костями, вероятно, останками гуанчей, древних жителей архипелага. Но отсутствие традиционных погребальных атрибутов вызывает множество вопросов. Бросили ли этих людей, принесли в жертву, или они искали убежище и погибли там? Над горой Рашмор. Дрон снял скрытую за головой Линкольна-камеру, зал записей, который должен был хранить важные документы, но был заброшен еще до завершения. Из-за этого вокруг комнаты ходит множество слухов. От секретных экспериментов до хранения государственных тайн. В Уэльсе дрон случайно спас пропавшего пожилого мужчину по имени Рой Гиблин, обнаружив его на склоне горы, где он едва держался за жизнь. Без этого удачного пролета он, вероятно, не пережил бы ночь. В Индии другой мужчина оказался полностью зажатым между двумя каменными глыбами и провел там 2 дня, пока дрон не заметил его силуэт в узком просвете. Спасение было отчаянной гонкой со временем, и его жизнь висела на волоске. В другом месте дрон снял огромную свалку брошенных велосипедов, ржавеющих глубоко в лесу вдали от дорог и поселений. Их происхождение остается загадкой. Одни говорят о незаконной свалке, другие связывают находку с исчезновениями людей и украденным имуществом.
В Исландии дрон обнаружил, как ледник будто распадается на глазах, раскрывая черные бездонные трещины, последствия стремительного таяния. В глубине могут скрываться древние организмы, вирусы или утерянные следы прошлых эпох, и никто не знает, что произойдет, когда лед растает окончательно. Еще один дрон, оснащенный тепловизором, спас мужчину с деменцией в Скоттсдейле. Его нашли на крутом склоне в темноте за считанные минуты. В другом регионе дрон снял застрявшего на крошечном уступе редкого безаарового козла, которому грозила гибель, но благодаря вмешательству операторов животному удалось выбраться. И, наконец, в Исландии дрон приблизился к извергающемуся вулкану, снимая потоки лавы, фонтанирующие из недр земли, показывая, насколько страшной и неудержимой может быть природная стихия и как легко она способна уничтожить целые цивилизации. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.